Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я расскажу вам о том, что нужно сделать с семенами, чтобы они проросли за считанные часы. Да, это реально. Главное делать все так, как я буду показывать в видео и рассказывать, так что слушайте и смотрите внимательно. В основном такой способ нужно применять для тугосхожих семян. К ним относятся перцы, как в моем случае, а также баклажаны. Выглядят семена этих огородных культур следующим образом, как вы видите. Семечко округлое с вот таким небольшим носиком, а это собственно то самое место, в котором будет выходить корешок. Ну а семена эти тугосхожими называются не просто так как они имеют очень плотную оболочку, которая тяжело размачивается и также тяжело корешку пробиться сквозь нее. И поэтому некоторые семена всходят очень долго, а некоторые не всходят совсем. И дальше в видео я объясню почему. Но собственно сейчас мы будем делать то, что поможет семенам прорасти за считанные часы. А для этого в первую очередь нам нужно подготовить сами семена. То, что я уже и говорил. Вот носик у семечки. Его невозможно не заметить. Берете семя. Можно делать это при помощи пинцета, если вам так будет удобно. Берем ножнички. И вот этот носик, покажу вам поближе, нам нужно срезать. Смотрите, совсем чуть-чуть я отрезаю. Видите? Теперь семя получилось просто закругленным. Вот сколько я отрезал, а вот собственно само семя. Видите, теперь оно стало круглым. Соответственно, оболочку мы уже нарушили. И это мы проделаем со всем пассивным материалом, я имею в виду перцы либо же баклажаны. Чтобы получить быструю 100% схожесть, я считаю, что можно и заморочиться. Ну, конечно же, если вы не целые поля засеиваете. И вот, собственно, сейчас вам скажу ответ, почему же бывает, что семена хорошие, свежие, вы их замачивали, вы их нормально пытались прорастить, но они не взошли совсем. А все это случается из-за того, что эта оболочка очень крепкая, вы их замочили, внутри уже активизировались ее жизненные процессы, но жизненных сил не хватает пробить эту оболочку. А из-за сильной влажности внутри ее получается как парневой эффект, и она просто там загнивается. И семя пропадает, так и не пробив оболочку. Вот почему, когда вы проращиваете в плошках, в стаканчиках, в дне их нужно делать дренажные отверстия, чтобы лишняя влага уходила. Иначе в переувлажненной почве все семена загниваются. Теперь смотрите, вот на этой части я уже пообрезал носики. И мы укладываем все семена в ватный диск. Ватный диск я разорвал пополам. Просто так лучше семена будут здесь удерживаться. И засыпаем их сюда. Можно диск в принципе свернуть просто пополам. Распределяем их более равномерно. И затем вот так его скручиваем. Также можно взять обычный бинт, свернуть его в 4-5 слоев и также завернуть семена. Так что используйте то, что у вас есть под рукой. Затем нам потребуется лед. И заливаем его холодной водой. Вода должна быть ледяная. А во вторую тарелку мы заливаем кипяток. Но кипяток должен быть не только закипяченный в чайнике. А вот вы довели чайник до кипения, выключили его и оставили его минут 5, чтобы он остыл. Видите, он еще парует, но не крутой кипяток. Иначе в крутом кипятке вы просто уничтожите семена. Теперь что мы делаем? При помощи пинцета берем наши завернутые семена и окунаем в кипяток на 3 секунды. 1, 2, 3. Достаем. Воду выжимаем горячую. Теперь окунаем в холодную воду. В холодной воде мы должны подержать немножко подольше. Где-то секунд 5, чтобы полностью ватный диск остудился. 1, 2, 3, 4, 5. Достаем. Также сливаем. Даже в принципе можно в холодной воде подержать немножко дольше и до 10 секунд. Но в горячей не больше 3 секунд. Теперь объясню, для чего это нужно. Кипяток быстро размягчает оболочку за такое небольшое количество времени. А в ледяную воду, когда мы охлаждаем семена, происходит как в естественных условиях. Начинают активизироваться жизненные силы у семян. Как это происходит в природе. Сначала семена погружены в почву, замерзшую, например, зимой, потом приходит весна, лето, конечно же, оттепель, и семена просыпаются. Но мы же эту операцию повторяем около 5 раз, не больше. Затем берем любую пластиковую тару, кладем наши семена. Полностью воду я не отжимал, чтобы наш тампон был влажный. Вот таким образом.
кладу их на дно. Если вы воду сильно выжали, можете немножко увлажнить, но чтобы вода там не стояла. Если будет сильно влажно, просто попридавливайте пальчиком и слейте лишнюю воду. Видите, у меня ничего не вытекает. И затем берем, одеваем обычный целлофановый пакет и ставим в теплое-темное место. Температура должна быть около 20-25 градусов, не ниже. И прорастание семян мы получим очень быстро. И теперь, друзья, спустя 10 часов давайте проверим всходы, так как раньше времени у меня не было это сделать. Давайте поглядим, что же у нас получилось. Достаем тампончик и смотрим поближе. Так, и что мы видим? Посмотрите, сколько попроклевывалось. И все благодаря тому, что мы сделали для семени большое дело, а именно мы облегчили корешку путь наружу из оболочки, так как мы срезали именно то место, где пробивается корешок. И ему теперь вылезти очень легко. Посмотрите, на скольких семьях уже есть маленькие вот такие корешочки. Друзья, 10 часов для семян перца. Да у большинства семена перца, если просто замачивать их, проращивать, раньше 5 дней не всходят, а здесь 10 часов. Друзья, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Не забудьте, чтобы не потерять этот шикарнейший способ проращивания семян. И вот если вы еще не успели посадить перцы и думаете, что они еще очень долго будут прорастать и всходить, вы уже не успеете, воспользуйтесь этим методом проращивания и посмотрите, как быстро появляются всходы. И когда вы попробуете, я больше чем уверен, что вы лайк этому видео поставите, так как сами лично проверите этот способ на деле. И вот уже в таком состоянии можно семя класть в грунт, только не забывайте, это корешок, корешком кладем вниз. Либо же, чтобы не париться, ложим плашмя, а не ставим его на ребро. А те семена, которые еще не успели прорасти, мы кладем снова в этот же тампончик, немножко его увлажняем, если он подсох, только слегка. Опять в стаканчик. И дальше отправляем на проращивание. Так что, друзья, обязательно пользуйтесь этим способом, пробуйте, экспериментируйте, и все у вас получится. Если видео было полезно, не забудьте поставить лайк. Поделитесь этим видео в соцсетях с друзьями, а также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео. Пока!